Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Привет, народ! Сегодня у нас солнышко на улице. Вот решил я вынести на улицу такую большую посылку и будем заниматься распаковкой на улице. Приехал ко мне сварочный аппарат от фирмы Hitbox. МиГ-2, либо МиГ-ИИ, кто как называет. Вот, решил распаковать. Ну, я уже, конечно, посмотрел все, но решил показать распаковку, так как многие люди в отзывах пишут, что пришло то это отломано, то там отломано, то тут поломано, то тут погнуто. Вот мы с вами посмотрим, как мне все это дело приехало. Сразу смотрим на коробку. Приехало все достаточно целое, все шикарно. Вот данная коробка было упаковано просто в черную пленку и заматано там желтым этим или оранжевым скотчем. Сверху у нас вот такая большая коробка. Мы сейчас все подостаем, а потом будем смотреть. Сам аппарат упакован следующим образом. Есть у нас, друзья, инструкция. Есть у нас вот такая еще коробочка. Есть у нас, ребята, сам наш аппарат. Все, коробка у нас пуста. Ну и вот, друзья, наш аппарат. Значит, аппарат пришел полностью целый. Нигде никаких повреждений нет. Коробочка номер раз. У нас здесь, друзья, тик-рукав. Есть у нас наборчик сопел. Три чашки. 4, 5, 6 номер. Гаечка. Ну и, соответственно, медные вот эти вот сопла, электроды. Есть, друзья, вот такой вот рукав. Это у нас шланг. Надеюсь, всем ясно и понятно. Ну, а здесь у нас подключается питание. Шланг у нас сколько? Сейчас примерно навскидку, я уже, честно говоря, не помню. Навскидку посмотрим. Ну, порядка, наверное, 3 метров. Тоже. Или даже, может быть, больше. И вскрываем нашу, друзья, вот эту вот коробчонку. Первым делом нас встречает запасной вот этот вот канал под провод. Значит, друзья, здесь написано графитовый канал для провода. Вот. Где я перерыл весь интернет. Я, друзья, честно вам скажу, я сварщик непрофессиональный. Но я так и не знаю, куда этот графитовый канал впихнуть. То есть указан диаметр, внешний 4, внутренний 2. Пожалуйста, кто знает, куда такой канал идет, под какой провод, не нашел я нигде в интернете, напишите мне, чтобы я знал. Есть у нас газовый шланг, кусочек. 2 метра, наверное, здесь. Что-то под 3 тоже. Такой мягкий, хороший. Не знаю, как будет, допустим, зимой на морозе. Так, в этом пакетике у нас пришел переходник под тик. С большого на малый. Здесь у нас, друзья, наша прищепка массы. Кабелек. Вот я не знаю только, почему они такие короткие эти все концы ложат. Это у меня будет однозначно под замену. Куплю хороший медный кабель, так как есть у меня подозрение, что здесь, опять же, у нас алюминий омедненный. Сам держатель. То же самое, друзья. Такой же размер. Такой же, друзья, кабель. Вот, поэтому все это дело однозначно под замену. Сам держатель похож на такой, как у меня. То есть, я думаю, держатель сам добротный. Катушечка провода флюсового. Килограмм. Все как заявлено. Вот такой вот провод. У нас остался рукав. Наша горелка полуавтомата. С размером 3 метра. Тоже достаточно такая добротная штуковина. Здесь у нас что-то наподобие шарика. И все это дело вот у нас ходит. Ездит, чтобы, соответственно, долго не ломалось. Есть, конечно же, ключик для смены наших там сопел. И есть, друзья, в комплекте у нас 2 ролика еще. Один у нас уже предустановлен. Ролик у нас 1 мм и 1,2 мм. Это на алюминий. То есть упаковка.
Есть у нас ролик 0,8 на 0,6. Ну, под разного вида стали, я так понимаю. Вот, был мной докуплен ролик. Почему, друзья, аппарат предназначен, допустим, для сварки флюсовой проволокой, да? А вот ролика под флюс нигде нету. То есть ролик под флюсовую проволоку у нас идет под маркировкой буква К и, соответственно, такой зубатый. Его нигде у нас нету. Ну и тут два хомутика и запасное, вернее даже не запасное, а один токовый наконечник под алюминий. Здесь написано у нас алюминий 1,0. Сейчас разберем данный аппарат, снимем кожух и посмотрим, что у нас находится внутри. Ну что, ребята, разобрал я наш чудо-аппарат. Так, не знаю, вот так будет видно или не будет видно. Меня спрашивали, пролачены ли платы. Смотрите, сколько тут лака. Тут красили, наверное, друзья, валиком. Тут в лака такой слой, что его не пробить никогда никакой водой, наверное. И собрано все настолько аккуратно. И отлично. То есть все пропаяно. Паечки все, можно сказать, блестят. Все как положено, ребята. Качеством я даже удивлен. Качество все на высоте у нас. Вот, все настолько аккуратненько. Давайте смотреть, что у нас внутри. Так, сам темню. Все показываю, дабы не было вопросов. Платы, извините, друзья, снимать не буду. Просто не хочу. Как говорится, не лезь. Хорошо налаженный механизм, не мешай ему работать. Вот, все шикарно. Давайте еще поближе я попробую. Насколько можно, насколько будет фокус ловить у нас. Пропайку всех элементов. Ну, просто шикарно. Надежно, четко и красиво. Вот, все клеммы зажаты, прикручены. Еще разок давайте пройдемся. Еще разок там даже покажу. Вот, с той стороны тоже залито все напрочь лаком. То есть на сегодняшний момент все делается качественно. Зачем им делать некачественно, когда люди покупать это не будут? А так вот вы посмотрите и, возможно, купите себе. Вот, друзья. Ну что, собираем наш аппаратик. И, наверное, будем заправлять провод и его тестировать. Итак, народ, решил я заправить проволоку, соответственно, на улице. Притянул сюда удлинитель. Так, ну и давайте займемся сразу. Значит, берем наш евроразъемчик. Давайте я вам покажу, какой кабель-канал у нас, вернее, проводоканал у нас установлен. Надеюсь, видно по цвету. Синий. Вставляем обратно, закручиваем гаечку и немножечко поджимаем. Не надо тут сильно усердствовать, никуда оно не денется. Итак, открываем пробку в нашем полуавтомате. И аккуратно вставляем. Вставляем, друзья, так, чтобы не закусить, стараться вот эту вот резинку. В нормальных аппаратах там есть, даже вот и здесь видно, аккуратно сделана фаска. Так, ну что, погнали. И закручиваем нашу, друзья, гайку. Все, рукав мы прикрутили. Дело остается. Значит, поскольку будем варить на флюсе, пробовать, значит, подключаем этот разъем на минус. Подключили и зажали. Все, здесь у нас все готово. Остается нам снять колпачок, открутить предустановленный токовый наконечник. Так, токовый наконечник у нас предустановлен на 0,8 мм. Так, это все мы открутили, приоткрутили. Ну что, поворачиваем наш аппаратик. Так, давайте, наверное, на кабель. Нет, на кабель нельзя. Вот
так это все поставим, чтобы вам было по максимуму видно. Так. Какой же у нас предустановленный ролик, я не показал. Сейчас, друзья, по-бырому снимем. И я все дело покажу. Так, ролик у нас предустановлен 0,8. И с той стороны миллиметр. Вот странно, почему здесь никаких индексов не указали. Запасные ролики все под индексами. Здесь у нас ничего нет. Ну, так же, как нет и зубчиков. Ну что, стоит и стоит. Будем пробовать. Зажимаем обратно. Вот единственное, что мне не нравится в этом аппарате, это у нас вот эта вот гайка. У меня в старом аппарате, которому уже больше 20 лет, это итальянский аппарат Дека, кто смотрел мои видео, как я его переделывал под евроразъем, вот там, наверное, я показываю. То есть там быстро шьем, щелк, и все у нас установлено. А здесь же надо крутить эту гайку. Вот немножко это дело у нас, как бы они не додумали. Так, берем наш провод. Все дело разрезаем. Вот так это все, друзья, выглядит. Тут кончик провода у нас заклеен. Сейчас нам очень важно, чтобы все это дело у нас не размоталось. Ну и устанавливаем. Хлоп. Пружинку я тоже думаю нужно поставить сюда. Ой, пружинка у нас не сюда ставится. Так. Я зажал до конца. Катушка у нас заметно сильно поджата, поэтому, ребята, немножечко давайте отпускаем, чтобы она сама не размоталась. И, ну, я думаю, это все дело придет с опытом пользования данным аппаратом. Вот, я думаю, что все отлично. Так, бумажку я снял, и достаем наш провод. Вот видите, я тяну провод, и катушка наша не разматывается сама. Так, берем кусачики и откусываем наш проводок. И аккуратненько заправляем, ребята. Попадаем в направляйку. Попали. Устанавливаем ролик пружимной. Так, сколько тут усилия прижатия? У нас, друзья, стоит 2,5, по-моему. Пока, наверное, хватит. Попробуем так. Остается подключить наш аппарат в розетку. Так, и, наверное, нужно, наверное, мне распрямить рукав. Ну что, давайте включаем аппарат и пробуем. Все, поехало. И что, ребята, поехали, наверное, да? Идет провод очень мягко, почти бесшумно, моторчик работает, и вуаля, все у нас готово. Все, друзья, я вырубаю аппарат, собираем наш наконечник на место, закрываем аппарат и идем что-нибудь пробуем варить.
Так, ребята, будем пробовать сварку флюсовой проволокой. Значит, вот такие настроечки я выставил. А еще я вычитал, что можно менять заводские настройки. Для чего? Выключаем аппарат, нажимаем и удерживаем данную клавишу, включаем аппарат и ждем, пока не появится, не отпускаем клавишу, пока не появится у нас P1. Выбираем параметр, который нам нужно поменять. Этой рукояткой крутим номер параметра, а этой рукояткой изменяем параметр. Для сохранения нажимаем на синергию, для выхода в рабочий режим нажимаем опять эту кнопочку. Так, что касаемо первой кнопочки вот этого ромбика, то есть у нас сейчас включен режим микс сварки. Можем включить сварку электродом и тик сварка. Тут все как бы понятно. Следующая кнопка у нас это кнопочка 2 такта, 4 и соответственно точечная сварка. Этой клавишей, кнопкой, мы можем выбрать диаметр провода, с которым мы с вами работаем. Будь то 0,8, как в нашем случае теперь, будь то 0,9, будь то миллиметр и будь то 0,6, видите, не выбирается на флюксе. Значит, давайте все-таки выбираем 0,8. И следующая кнопка у нас идет выбор того металла, то есть той проволоки, с которой мы с вами работаем. В настоящее время мы будем работать, поскольку мы с вами зарядили флюсовую проволоку, выбираем флюкс. Если у нас хром-никель, выбираем хром-никель. Если алюминий-магний, выбираем алюминий-магний. Также есть сварка металла с газом СО2. И сварка у нас идет, феррум-микс, то есть какой-то смешанный металл. Вот, мы с вами выбираем режим флюкс. Что у нас есть еще? То есть кнопочка выбора режима синергии, который мы можем включить или выключить. При выключенной кнопке у нас уже вторая клавиша настраивает наше время движения проволоки. То есть метры в минуту. Вот. А при включенной синергии у нас показывается ток. Данной клавишей мы меняем вольты, секунды и заносим все это дело в память. Крутим ячейки памяти. Данной клавишей мы можем, видите, выставить токи. Напряжение изменяется в зависимости от выставленного тока. И эта клавиша, это у нас встроенный дроссель регулировки жесткости либо мягкости нашей дуги. Вот, давайте поставим посерединке и будем с вами варить и смотреть, что да как. Так, мы видим, у нас стоит, давайте поставим 2 такта, допустим, то есть режим миг. 2 такта, у нас провод 0,9, нам нужен 0,8 и, соответственно, провод флюкс с флюсом. Ну что, погнали попробуем, ребят. Так, ребята, вот здесь я потренировался немножко. Видите, немножко, конечно, этими каплями все захерает, но сейчас попробуем с этой стороны, что получится. Вот такая вот, ребята, получилась картина. То есть довольно неплохо, я считаю, для непрофессионала. Здесь начало кривое, так как длинный кусок провода у меня, соответственно, торчал из горелки. Ну, в принципе, меня радует. Где-то что-то без газа по-быстрому подбежать, подварить просто будет отлично. Итак, ребята, будем варить с вами электродами. Для этого будем варить на обратной полярности, как предписано для рутиловых электродов. Я так понимаю, это рутиловые электроды. То есть обратная полярность у нас держатель на плюсе и, соответственно, масса минус на минусе. Так, будем использовать вот такие электроды. Других, к сожалению, у меня нет.
Я думаю, сварщики поймут, что за электроды. МП3. Электрод у нас есть диаметром 4 мм. Давайте сразу смотрим сварочный ток рекомендуемый, то есть 120-170 на нижнем положении ампер. И у нас есть вот такой вот континент, сделано для Беларуси. Ну и рекомендуемый ток сварки, значит, у нас на нижнем положении на диаметре троечка. Вот тут у нас троечка 70-120 ампер. Вынимаем электрод. Они у нас что один, что второй такие вот зелененькие. Ну и будем, соответственно, пробовать. Так, перед этим, смотрите, ребята, что я в аппарате нашел методом, так сказать, научного тыка. Кто знает, объясните мне поподробнее, потому что в инструкции там, как я уже говорил, можно менять настройки. Вот, поэтому у нас в режиме MMI сварки электродной нажимаем эту кнопочку, и у нас какие-то программы. Обращайте внимание, сейчас у нас стоит 20 ампер. Блин, переключилась. 20. А третье положение 98. Ну, там настроить можно 100. Они все сохраняются. Я так понимаю, это две быстрых настройки, которые мы можем перестроить для сохранения, чтобы потом нам не крутить и не подстраивать. Вот. Давайте тогда поставим вторую программу, то есть с 20 ампер. Ну, на 20 амперах, я думаю, мы варить с вами не будем. Хотя, что не будем, давайте троечкой попробуем. Так, будем варить вот такую вот железку я подготовил. Попробуем с двух сторон, как что у нас получится. Берем электрод тройку, так как четверкой на 20 амперах, наверное, у нас нифига не получится. Хотя давайте тоже попробуем и четверкой с 20 ампер. Что да как у нас будет получаться. Так. Буду варить, наверное, чтобы не слепить вас, с этой стороны. Сделаем два шва. То есть один кусочек я пройду на 20 амперах, потом поставим, допустим, 70 у нас сколько там? 70-120, да, поставим, допустим, 100 ампер и посмотрим, как оно поедет. Ну что, ребята, погнали пробовать. Вот на 20 амперах клеится электродик у нас. Ну, я пытаюсь его разжечь. Так, хорош. Значит, металл у нас пятерка, 5 миллиметров. Со шлаком показываю. Вот что получилось. Наверное, хрень хренью. Сейчас отобьем шлак и посмотрим, что да как я тут наварил с 20 ампер. Там, по-моему, ток должен был подскакивать сам. Смотри, пятерка железа с 20-ки. И вот такая вот получилась шляпа. Ну, в принципе, я думаю, для бытовых целей будет держать. Ну что, ставим давайте ток, как я говорил. Ну, давайте 90. И попробуем на 90 амперах. Что да как у нас получится. Опять же, ребята, сварщик я не профессиональный, поэтому за мои швы сильно меня не ругайте. Ну что, понеслась. Что-то наварил, что наварил, не знаю. Сейчас будем смотреть. Пускай немножко подостынет. Значит, со шлаком такая вот шляпа. Блин, охренеть, просто профессиональный сварщик. Ах ты, печется. Обалденный шовчик, ребята. Как для меня, не профессионала. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, ну и давайте попробуем на четверочке, что у нас получится.
Ух ты, печется наша железяка. Очень сильно печется. Значит, будем пробовать, значит, электродом 4. 120, а если будет плохо, повторно попробуем на максимуме. Надеюсь, сейчас я его разожгу. Ну, смотрим, что я тут наварил, ребятки. Со шлаком получилось вот так. Сейчас отбиваем шлак и смотрим. Ну, почти. Вначале, где электрод был, я его испортил немножко, там обмазку. Значит, вот так это все у нас было сначала. И потом я поехал вот таким вот швом. Класс. Горят руки, перчатки горят, все горит. Ну что, давайте попробуем на максах, что получится. И на этом мы с вами успокоимся. Значит, ребята, кто знает еще, какие есть настроечки скрытые, допустим, в этом аппарате, вы, пожалуйста, в комментариях описывайте. Будет полезно и мне, и нашим, так сказать, зрителям. Так, а мы пробуем на максах. Ну что, погнали. О! Горим, ребята. Так. Вот так у нас со шлаком. Так, и шлак отбиваем. В конце кусок шлака не отбил. Ну вот как-то так. И к концу сварки я немножко поспешил. Немножко быстрее стал проводку делать. Давайте попробуем, знаете что, давайте попробуем положить. И я попробую просто сделать шов. Хлоп, хлоп. Вот такая красота у нас получилась, соответственно, со шлаком. Сейчас посмотрим, что у нас без шлака. Обязательно надеваем маску и отбиваем. Ну и вот, ребята, такая вот примерно лепота получается. Кусочек шлака не отбил. О, так еще красивей. Ну, вот такой вот шовчик. Так что аппаратик просто супер. Варит отлично, главное научиться правильно подбирать токи. Напоминаю, металл у нас 5 толщиной был на эксперименте. И вот такие получаются результаты, друзья. Опять же, я не профессионал, сильно меня не ругать. Все, приступаем к сварке газом.
Короче, народ, обратите внимание. Значит, поменял я катушку. Становится 5-килограммовая катушка без проблем. То есть объединенный провод. Вот, я его уже заправил через ролик, но не протягивал. Значит, почему здесь нет кнопки? Здесь у нас установлена, получается так, что умная система, при которой для протяжки провода у нас полуавтомат, когда мы нажимаем нашу кнопочку, сразу думает, что им варят, и тянет ее медленно. Потом понимает, что нагрузки нет, и быстро проталкивает провод. Смотрите и обращайте внимание. Нажимаем. Хоп, и поехал быстро. Все, провод у нас вышел. Собираю все в кучу и тестируем с газом. Итак, сварка с СО2 газом. Параметры: 15,4 вольта, 55 ампер я установил. МИГ, 2 такта, 0,8 диаметр провода, феррум СО2, сварка с газом. И индуктивность, ребята, поставил я на минус 1,5. Вот. Очень хорошо работает. Видно на шве настройка индуктивности. Есть у нас еще здесь подстройка индуктивности, но я пока не заметил разницы на МИГ сварки. Может быть, это сугубо для, соответственно, сварки электродом, ММА сварки. Ладно, поехали. Будем сваривать с вами вот такие вот детальки. Я их уже прихватил. Толщина 1,5 миллиметра. Ну, вот такой вот результат получился. Надеюсь, видно. Вы слышали такой рохканье такое? Это, ребята, так вращается катушка, цепляет по корпусу. Поэтому с аппаратом все нормально. Ну и вот такая вот сварочка получилась. Сейчас давайте я сделаю еще шов и выберем с вами индуктивность сразу на минус 3. Покажу, как это работает. Если, конечно, это будет видно. Вот так отличаются швы. То есть правый индуктивность минус 3, левый минус 1,5. А сейчас загоним в плюс 3. Плюс 3 и посмотрим. Вы, наверное, уже по звуку слышали разницу. То есть трещит, стреляет. Ну и вот так вот растекается у нас, соответственно, друзья, шов. Вот, сварочка у нас в режиме МИГ. СО2, металл. Почти профи. 4 такта, друзья, попробуем. То есть сварка с отпущенной кнопкой. Нажали кнопочку, варим. Отпустили, он продолжает варить. Опять нажали кнопочку, он перестал варить. Погнали. Так, я только поставлю, наверное, минус 1,5.
глаза. Нажимаю кнопку и отпускаю. Нажимаю кнопку, прекращается сварка. Ну вот такой вот, ребята, шовчик получился. Как получился. Так, и у нас режим остался точечной сварки, при котором переключаем кнопочкой вот этой вот на секунды и устанавливаем. Ну давайте секунду, давайте сделаем там 1,3 секунды будет у нас точка. Посмотрим, что получится. Давайте на этой плоскости. Вот такие получаются, друзья, у нас точечки. То есть давайте попробуем еще на точечной сварке и добавим ток. Давайте 70 ампер ему влюляшим, посмотрим, как точки порассекаются. Или вообще, наверное, прожгу. Ну, посмотрим. Верхний ряд точек. Видите, такая красота получилась. Итак, ребята, на этом будем закругляться. Показал я вам, как варит данный аппарат. Вот, единственное, не показал я еще это тик-сварку и сварку алюминием. Ну, пока у меня нет комплектующих всех этих, газа нет. Будет газ, будет вся проволока, нержавейка, алюминий. Соответственно, я через время все это дело постараюсь снять и показать вам. На этом хочу с вами попрощаться. У кого какие вопросы, либо предложения, либо замечания, все пишите в комментарии. Будем обсуждать, прислушиваться и воплощать, так сказать, на практике. Все, ребята, всем пока. Желаю, чтобы все.